Всем привет, это новое устройство от Huawei и Google. Это новый Nexus 6P. Да, Google обновляет линейку своих устройств каждый год, и этот год не стал исключением. Большой Nexus 6 от Motorola заменили на Nexus 6P от Huawei. Правда, в этом Nexus экран совсем не 6 дюймов, а 5,7, как в Moto X Style или Galaxy Note 5. Стоит отметить, что рамки устройства очень большие, особенно сверху и снизу, поэтому для такой диагонали смартфон прям объемный. Сам дисплей Super AMOLED, разрешение 2560 на 1440 точек. Задняя часть корпуса сделана из алюминия. Тут, правда, вместо Nexus написано CON, потому что это прототип, и Huawei так защищает название своих устройств, если вдруг это куда-то пропадет. На нижнем торце можно обнаружить USB Type-C, как в OnePlus 2, тенденция продолжается. Nexus 6P работает, естественно, на новом Android 6.0. Это очень и очень быстрый телефон. Тут новые разные анимации, вроде открытия окон и так далее. В устройстве появился сенсор Hub, это похоже на помощник Moto, штука реагирует на ваши движения и активирует экран, если вынуть из кармана, например. Режим работы сразу в двух окнах тоже есть, но включается только в меню разработчиков. На самом деле Android Marshmallow мало чем отличается от Lollipop, но система стала чуть быстрее, надежнее, тут меньше встроенных приложений, но самое главное, OS кушает намного меньше батареи, поэтому Nexus 6P со своим аккумулятором на 3450 мАч должен держать 2 дня. Обновились некоторые приложения от Google. Больше всего это относится к Google камере. Она наконец-то стала очень удобной. Из режима фото можно свайпом переключиться в видео. Здесь же в главном меню можно включить запись в 120 или 240 кадров в секунду. А если это фото, то прям тут активируется HDR+. Теперь не нужно делать 2-3 лишних движения. Стало удобно. Спрашивается, и как до этого не додумались раньше. Кстати, Nexus 6P обладает лучшей камерой за историю Nexus, 12 мегапикселей, а размер пикселя составляет 1,55 микрон. Это больше, чем в iPhone 6s, например. Сложно сейчас что-то говорить о камере, но все мы знаем, что HDR+ это очень хорошая вещь. Фотки у Nexus 6P получаются очень четкие и нет пересветов. Фронталка уже на 8 мегапикселей умеет снимать Full HD видео. В общем, с камерами все должно быть хорошо. Тут, кстати, есть классная фишка. Камера запускается по двойному нажатию на кнопку питания. С выходом Android 6.0 появились две функции, которые давно ждали разработчики. Первая — это нативная поддержка 2 сим-карт. Вторая функция — нативная поддержка сканера отпечатков пальцев. И здесь он тоже есть. Находится сзади, работает быстро, но не так быстро, как на iPhone или том же Huawei Mate S. Хотя это лишь прототип, посмотрим, что будет в финальной версии. Работает телефон на Snapdragon 810, имеет 3 гигабайта оперативной памяти типа LPDDR4, в Antutu показывает больше 50 тысяч баллов, и за все время использования телефон не нагрелся. Видимо, здесь оптимизацию 810 сделали на совесть. Продажи Nexus 6P начнутся в октябре. Версия на 32 гигабайта будет стоить $500 в США. Также будет модель на 64 гигабайта и даже 128. Первое мобильное гугловское устройство на 128 гигабайт. Кроме того, доступно 4 цвета, и золотой в первое время только для Японии. И да, новинка с большой вероятностью будет продаваться в России. Nexus 6P очень хороший телефон, естественно, это самый быстрый Nexus и, наверное, Android-смартфон вообще. Единственная претензия только к большим рамкам спереди. В остальном действительно премиальное устройство всего за $500.